Глава 11. Иса Даргов. 1910. Этот случай вызвал много шума в Ставрополе. Газеты пестрели кричащими заголовками. Гениальный доктор вернул к жизни дьявола. Кровь за кровь. Обреченный с рождения. Немыслимая жестокость в окрестностях города. За всей этой шумихой совершенно без должного внимания осталось другое событие. Оно удостоилось только небольшой заметки на последних страницах газеты «Кавказский листок». Волчонок. Вчера, 13 мая, в 7 часов утра, околоточный надзиратель 2-го участка центральной части Налимов при обходе своего района стал свидетелем убийства. О случае было немедленно произведено расследование. В присутствии дворников и понятых чинами полиции был произведен тщательный сбор улик. Преступная банда напала поутру на подростка, намереваясь провести ограбление. Однако жертва смогла постоять за себя и обезоружить нападающих. Всего было найдено 7 тел. Один из преступников скончался на месте. Состояние остальных неизвестно. Место преступления опечатано. Составленный протокол передан Ставропольскому градоначальнику. Эта заметка скоро легла на стол полицейского инспектора, и он внимательно изучил ее, прежде чем приказывать конвоирам вести убийцу. В комнату ввели мальчишку, на вид лет 16. И правда, как волчонок, непроизвольно подумал следователь, встретившись глазами с подростком. Чернявый, сжавшийся будто перед прыжком, тот посмотрел из-под лобья. Кажется, он еще сам до конца не понимал, что произошло. Видно было, что нервы его на пределе. «Назовите ваше имя и фамилию», — сказал следователь. «Иса Даргов. Возраст?» 14 лет. Мальчик отвечал нервно и отрывисто, в его голосе слышалась агрессия. «Совсем ребенок». «Место проживания?» «Село Цугой». «Давно вы в Ставрополе Кавказском?» «День. С какой целью прибыли в город?» «Двоюродному дяде». «Как его зовут?» «Сурхо». «Сурхо Даргов». Теперь не имело смысла рассказывать ему, что его знаменитый дядя уже ничем не поможет двоюродному племяннику. «Кто помог вам отбиться от нападающих?» «Никто». Следователь поднял голову. «Что значит «никто»?» «Молодой человек, вы что, хотите сказать, что вы в одиночку справились с 7 взрослыми мужчинами?» «Да». «А как же это интересно? Показать?» Следователь не ответил. Он увидел, как играют в прорехах стальные мускулы Исы. Перед ним сидел кто угодно, но необычный 14-летний ребенок. Волчонок. Настоящий волчонок. «Молодой человек, вы понимаете, что сейчас берете на себя 7 убийств? На самом деле на месте происшествия умер всего 1 нападавший. Еще 2 скончались в больнице, остальные были в тяжелом состоянии, но живы. Они первые начали. Вряд ли бандиты ожидали такого поворота событий. Наверное, думали, отнимем деньги, потешимся. Это ведь пожизненная каторга». Подросток промолчал. «Что ж, все с тобой ясно». И тут следователь не сдержался. «Волчонок. Меня зовут Иса». Паренек вдруг наклонился вперед. «Еще раз назовете меня иначе, я вас найду и убью». Его вывели. Следователь остался сидеть, пораженный этим недолгим разговором. «Что ж с тобой делать?» — думал он. Иса провел за решеткой несколько лет. Чаще в общей камере, изредка в одиночке. Похоже, за ним следили какие-то силы, потому что в Сибири он не оказался, а был переведен в Ростов. Заключение его закончилось неожиданно, ночью. Камеру открыли, надзирателя сопровождал невысокий статный человек средних лет, явно офицер, одетый в гражданскую одежду. «Что можете сказать о поведении арестанта?» — спросил он, поглаживая короткие усы. «Вообще-то он очень спокойный, ваше превосходительство, но иногда случается, попадает в одиночку, вот как сегодня». Заглянув внутрь, господин с усиками сказал: «Интересно». Камера была пуста. «Не извольте беспокоиться, он так уже делал. Не любит, когда за ним наблюдают, и стоит в углу за дверью». Надзиратель вошел внутрь и заглянул за дверь. «Эй, Иса, к тебе пришли». За его спиной, как тень, бесшумно и стремительно появился подросток. Он спокойно посмотрел на затылок охранника, потом перевел горящий углеклаз на второго. «Ты тут не балуй», — засмеялся господин в штатском и указал назад на 4 конвоиров позади себя. «Видишь, кто там вот?» В этот момент подросток сорвался, налетел на него
Сбил с ног. Непостижимым образом кувыркнулся от стены к стене, вцепился кому-то в голову, соскользнул, мелькнул и исчез. Через мгновение все понеслись ему вдогонку. «Вы куда смотрите, ротозеи?» — кричал на ходу господин в штатском. «Не упустите! Голову всем сниму!» А Иса уже проскользнул через прутья окна, пробежал по крыше, ласточкой нырнул между стропилами, краем глаза заметил у коновязи одиноко стоявшую лошадь, птицей взлетел в седло, дернул за поводья, сообразив, что единственный выход с территории тюрьмы находится позади, развернул коня. Между ними, свободой, теперь стоял целый взвод солдат. Они стояли в две шеренги. Передняя присела, вторая стояла. Солдаты подняли ружья. «Готовься! Целься!» Офицер поднял шапку. Коню передался дух ездака. Он бил копытом и теперь ждал только сигнала. «Стой, стрелять будем!» Иса рванул прямо на солдат. Конь не подвел и резко перескочил через первую шеренгу, вторая тут же рассыпалась в стороны. Разгоряченный конь понесся к воротам и вдруг рухнул, как подкошенный. Выстрел был один, но его оказалось достаточно. Тяжело дыша, мужчина подбежал к беглецу, на ходу засовывая в кобуру пистолет. «Какого коня загубил?» — с горечью сказал он, и одним сильным ударом оглушил паренька. Когда Иса пришел в себя, голова трещала. Он лежал на печке в тепле, пахло едой, и он остро почувствовал голод. В помещении были какие-то люди. Звякали тарелки, курили, кто-то рассказывал смешную историю, и время от времени раздавался смех. Некоторое время Иса не шевелился, но потом голод оказался сильнее, и он свесил ноги вниз. За столом сидели офицеры. Иса краем глаза успел заметить, что за окном стоят армейские палатки, ходят люди. Бежать отсюда смысла не было. Во всяком случае, сначала следовало осмотреться. «О, а вот и наш герой!» Его подхватили, усадили за стол, пододвинули миску с едой. «Что же, правду говорят, Петр Александрович, что этот мальчик вас с ног сбил?» — спросил кто-то со смехом. «Да, так и есть!» Тот самый суховатый господин, назвали его Петром Половцевым, сидел же здесь. Ловок, однако, парнишка. Иса никак не отреагировал. Он ел. Потому что сразу понял, что здесь ему не угрожает никакая опасность. «Такие люди нам здесь и нужны», — задумчиво сказал мужчина с холодным отстраненным взглядом и встал. «Господа, за сим разрешите откланяться». «А вы знаете, что он сказал на допросе?» Весельчак не унимался. Следователь назвал его волчонком, а он в ответ: «Я, говорит, найду тебя и зарежу, если еще так скажешь». О, каков! Кто-то засмеялся. Уже у двери выходивший обернулся. «Что ж, а если я тебя так буду называть, и меня зарежешь?» Иса встал, смерил взглядом говорившего. «Да», — сказал Иса и добавил, «если бы был волком, еще куда ни шло, а так я не маленький». Никто не засмеялся. «Буду иметь в виду», — сухо сказал мужчина и вышел. За столом повисла тишина. «Половцев», — прошептал Ися на ухо, — «ты сейчас говорил с великим князем Михаилом Александровичем, младшим братом императора Николая II». Иса не нашел, что ответить, поэтому просто вернулся к еде. Разговор за столом снова продолжился, как ни в чем не бывало. Казалось даже, что для присутствующих этот инцидент был не какой-то чудовищной дерзостью, а лишь демонстрацией отваги и чести. Подошел тот самый весельчак, он сел рядом и протянул руку. «А меня Иваном Фроловым зовут», — сказал он. «Добро пожаловать в дикую дивизию, Иса». «Вань», — попросил Половцев, — «покажи парню расположение дивизии». «Будет исполнено ваше превосходительство». Иван отсалютовал легко и неформально. Казалось, что он сейчас вставит какую-то шутку, но он просто открыл дверь и повел Ису к палаткам. Вокруг ходили солдаты, готовили еду, тренировались, рыли окопы, так, будто бы к Кавказу подходили враги. Так что Иса даже подумал, что, возможно, в тюрьме он пропустил что-то важное. Конечно, такого не могло быть, слухи бы дошли, но это он понимал. «Ты знаешь, что такое дикая дивизия, Иса?» Тем временем спросил Иван и тут же сам ответил. «Это лучшие, даже больше, лучшие из лучших. Ты еще должен доказать, что подходишь нам». «А иначе вы меня отправите назад за решетку?» – спросил Иса. «Ты что же думаешь, ты здесь только за тем, чтобы не попасть в тюрьму?» Иван остановился. Теперь он смотрел совершенно серьезно. «Зачем еще?» «Затем, чтобы добиться мира во всем мире». Иса усмехнулся. «Только Всевышний может это сделать». «Верно, именно для этого он создал нас». «Тебя?» – Иса смерил его взглядом. «Нас. Мы можем стать силой, которая построит мир без войн.
Мир, в котором все страны, нации, народы будут жить дружно. А если кто-нибудь попробует нарушить этот мир, если кто-нибудь попробует обидеть слабого, он будет иметь дело с нами. Потому что мы – это сила, которая будет нести справедливость. Подумай, Иса, для чего тебя Бог создал? Чтобы сидеть в тюрьме? Чтобы гнить на каторге? Чтобы скрываться от закона до конца жизни? Или, может быть, чтобы стать карающим мечом правосудия, чтобы сделать мир лучше, таким, каким его задумал Господь? Решай, Иса, чего ты сам хочешь? Паренек задумался. Речь нового знакомого впечатлила его. «А как ты собираешься проверить, подхожу я или нет?» Наконец он сказал. «О, это мы увидим через 10 минут», — Иван улыбнулся. Только сейчас Иса заметил, что на его собеседнике сейчас простая крестьянская рубаха и шаровары. Они уже отошли от палаток и теперь направлялись в поле. Иса начал понимать, что теперь намечается. Сразу же прикинул, этот весельчак тяжелее его, да и явно выносливей. Надо сблизиться, обойти его и уже на близкой дистанции сравнять шансы. Главное не затягивать, это дело плохо будет. Иса сжался, готовый в любой момент к прыжку. «Ваше благородие!» – неожиданно Иван обратился к человеку, которого Иса не заметил за высокой травой. У человека была лысина и длинная черная борода, отчего казалось, будто бы его голова перевернута вверх тормашками. «Полковник Половцев направил господина Даргова в ваше распоряжение». Тот кивнул и указал в сторону бойцов, бегущих вдалеке. Иса с Иваном догнали строй и присоединились. Сделав несколько кругов, они перешли к приседаниям, отжиманиям, потом снова побежали. В какой-то момент Иса почувствовал, что задыхается. Все эти упражнения, несложные по сути, продолжались и никак не заканчивались. Он пытался скрыть свою усталость, понимая, что свалиться сейчас – это ужасный позор, поэтому держался до последнего. И уже, когда глаза начала застилать бордовая пелена, все вдруг остановились. Иса едва не упал. Пот лился с него ручьями. Он чудовищным усилием воли заставлял себя сохранять сознание. «Размялись и хватит», – сказал полковник Святополк Мирский, тот самый бородач. «По двое разошлись». И вот тогда он оказался лицом к лицу с Иваном. Иса поднял руки к лицу. Теперь он уже не думал о том, как бы обойти противника, как держать расстояние. Теперь он думал только о том, чтобы не упасть, запутавшись в собственных ногах, которые превратились в чугунные болванки. «Начали!» Бойцы задвигались. Одни атаковали, другие отходили, кто-то вцепился захватом. Придвинулся и Иван, все такой же легкий, будто готовый отпустить шутку, и не одну. В сознание Иса пришел через несколько минут. Он поднялся с травы и огляделся по сторонам. Вокруг собрались бойцы, хотя большинство продолжали отрабатывать приемы. Тут же стояли полковник Половцев и полковник Святополк Мирский. «Что скажете, Иван?» – спросил Половцев. «Ну, вы сами все видели». Тот пожал плечами и ушел. Бойцы тем временем снова побежали вокруг поля. Офицеры вполголоса совещались. Иса стоял в одиночестве, понурив голову. Эти ребята имели совершенно другую подготовку, тягаться с ними было невозможно. «Даргов!» – откликнул его полковник и указал на бойцов. «Извольте присоединиться к полку. Если вы отдыхать вздумали, так у нас здесь не пансион, знаете ли, а войсковая часть». Перехватив удивленный взгляд паренька, Половцев усмехнулся. «Все в порядке», – сказал он. «Скоро привыкнешь на казенных харчах. Видел бы ты Фролова в первый день. Это он сейчас орел, а когда-то его вырвало на середине пробежки». Исе понадобилось полминуты, чтобы осознать происходящее. Он был принят. Дни бежали быстро. Дикая дивизия и особенно чеченский конный полк, в котором состоял Иса, быстро пополнялись. Каждый день состоял из тяжелых тренировок. С другой стороны, именно здесь Иса познакомился с настоящими горцами. Здесь были и суровые ветераны разных войн, и крепкие молодые ребята. Всех их объединяло огромное чувство взаимного уважения, дисциплины и, главное, осознание великой миссии, которая лежала на их плечах. Иса вскоре узнал, что в мире бушует Первая мировая война, и их подразделение готовится выступить на самых опасных и самых важных участках. Он уже знал про Германию, Австро-Венгрию, Англию и Францию, которые затеяли склоку за передел собственности. Знал он теперь и о России. В один из дней дивизия двинулась в поход. Они много прошли, потом загрузились в поезд, потом снова шли. Были бои, и Иса уже знал, что такое самолет. Он понемногу привык к грохоту артиллерии.
Теперь он был близко знаком с одним из жесточайших изобретений человечества – пулеметом. Вроде бы небольшой механизм, но он все менял. Оборона, для которой раньше требовались десятки и сотни стрелков, теперь держалась одним человеком. Пулеметчику достаточно было окопаться, запастись патронами, а для того, чтобы приблизиться к нему, теперь требовалось положить десятки прекрасно обученных всадников. А если пулеметчиков двое или еще больше, точно так же, как изобретение арбалета положило конец рыцарству, а артиллерия сделала бесполезными крепости и замки, так и пулемет расправился с конницей. Вскоре в одном из боев погиб полковник Святополк Мирский. Его заменил персидский принц Фейзула Мирза Каджар. Тогда погибло много отважных ребят. А потом наступил тот самый день. 24 мая 1916 года. Сидя за завтраком, Иса смотрел то на небо, затянутое плотной пеленой дыма от непрерывного многочасового артиллерийского огня, то на Ивана Фролова, в котором они крепко сдружились за последние годы. Они не разговаривали уже несколько дней, потому что непрерывный обстрел создавал такой грохот, что услышать собеседника можно было только если он кричит прямо в ухо. Иногда артиллерия все же делала передышку, чтобы враг решил, что русские перешли в атаку и выскочил к первой полосе укреплений, и тогда неприятеля накрывало новой волной огня. Артиллерия работала еще несколько часов, потом снова проделывала тот же трюк с прекращением огня. И это повторялось раз за разом. Из траншеи выходили усталые бойцы. Они работали всю ночь, прокопав ходы к самым позициям противника. Ближе было невозможно, накрывало огнем своих пушек. Все было готово к наступлению. Иса подошел к своему коню. Тот выглядел неважно в окопе, и в окружении вечного, казалось, грохота. Иса обнял его, чувствуя стук огромного сердца. И на какое-то время ему почудилось, что он выпал из временного потока, словно заснул. И в этом сне он прощался со своим любимым другом. Убеждал его, что не может взять с собой, что скоро вернется, что никогда, ни на мгновение не забудет его. А потом пробил час, и дивизия выступила, рассредоточилась, и все побежали. Без крика «Ура!», без речей и команд. Все равно ничего не слышно было. Бежали, как волки, молча и быстро. Впереди земля вздыбилась от артиллерийского обстрела, и люди бежали прямо в этот смерч. Первые ряды размололо в пыль в один момент. Но никто не остановился, не повернул назад, даже не замедлил бега. Не моргнув, Иса бросился вперед, нырнув в дымную стену. И там он оказался в другом мире. Кругом были камни, арматура, вырванные, перековерканные груды земли, металла и мяса. Это был мир оглушающей тишины. Потому что в этот момент бомбардировка прекратилась. А Иса, уже перепрыгнув через насыпь и нырнув в полуразрушенные подземные переходы. Немцы уже не выскакивали навстречу, думая, что это очередная приманка. Этих минут было достаточно, чтобы забросать гранатами их укрытие. Бой толком не завязывался нигде, только позади Исы глухо раздавались подземные взрывы. После зачистки отряд собрался в одном месте. Переглянувшись, солдаты засели. Над их головами уже бежала вторая волна, направленная на вторую линию укреплений. Отряд чеченцев залег на захваченной территории, обеспечивая огневую поддержку. И теперь уже она была нужна. Застрекотали пулеметы. И слева, и справа, и вдали, и совсем близко. Везде, куда хватало взгляда, шли люди. Такие же отряды, десятки и сотни, растянувшись по многокилометровой участке фронта, шли разом, одной волной. И тут же все это словно обрезало. Снова забила артиллерия, не позволяя врагам подвести новые силы, и весь мир сузился до единого коридора. Исе казалось, будто он сидит на дне океана, только вместо воды был дым и огонь, грохот и смерть. И было уже не до раздумий. Полковник дал сигнал. Опять побежали. Через вторую, уже захваченную линию обороны, к третьей, самой глубокой, самой укрепленной и важной. И когда Иса пересекал вторую, он видел, как под его ногами в переходах идет бой. Здесь уже все было по-другому. Тут бились за каждое помещение, каждый метр. А отряд бежал дальше. И только невероятный грохот не позволял услышать, как свистят вокруг пули. И нельзя было остановиться, нужно было бежать прямо грудью на вспышке. И когда Иса побежал, он кинул гранату, прыгнул, смял
и ткнул что-то бьющееся, оглянулся и понял, что он один. Он не смог отбиваться здесь, не смог отступать, поэтому начал просто срывать с пояса оставшиеся гранаты и разбрасывать их вокруг в надежде, что выиграет минуту-другую, пока подойдет подкрепление. Но никто не подходил. Гранаты кончились, и вот уже Иса с кем-то сцепился. Кто-то резал, кто-то стрелял, отступал, падал, и кто-то наваливался и душил, и тогда снова прогремели взрывы. Кто-то стащил с него немца, протянул руку, Иса разглядел Ивана. Тот был ранен, но все равно дополз на помощь товарищу. Гранаты Ивана позволили выиграть еще минуту, но и они закончились. «Притворись мертвым!» – заорал он на ухо Исе. «Я их отвлеку, а ты ударь в спину!» Не было времени спорить. Иван просто толкнул товарища на землю, где и так все было засыпано трупами, а сам выскочил, неизвестно откуда набравшись сил, и пополз вверх. Маневр удался. Немцы бросились на приманку, они лезли прямо по Исе, наступали на него, перебирались, и оставалось только дождаться, встать, пристрелить в спину пулеметчика, взять пулемет и открыть огонь по всем, не разбирая, потому что уже невозможно было ничего разобрать. В тот день фронт был прорван сразу на десятки участков. Линия фронта была отброшена далеко. Позже это назвали Брусиловским прорывом, во время которого враг просто не смог сориентироваться и понять, как следует перемещать основные войска. В этот день изменился ход войны. Антанта перешла в наступление. Этот день изменил ход мировой истории. Масштаб Брусиловского прорыва сложно было вообразить. Атакующая линия растянулась на сотни километров. В составе русской армии в прорыве участвовало почти 2 миллиона человек. Почти треть из них в эти дни погибла. Фронт разом продвинулся вглубь более чем на 100 километров. И что важнее всего, империя продемонстрировала всему миру свою решимость, силу, организованность, ум и смекалку. Ни одна армия, ни одна сила на планете уже не могла ее остановить. Прошел год. Иса Даргов и двое его друзей, Шамиль и Муслим, сидели в крошечном трактире где-то в переплетении каналов Петрограда. Хотя Исе шел всего 21 год, а Шамилю и Муслиму было за 30, со стороны могло показаться, что они ровесники. Годы непрерывной войны оставили на этих людях особый отпечаток. Потяжелели и притупились, и одновременно, как ни парадоксально, стали поразительно острыми. Их взгляды — это были матерые волки. Все трое молчали, уткнувшись взглядами в пустой стол. Тем временем, где-то за стенами в отдалении зазвучали громовые раскаты. Доносился приглушенный рокот людского моря, смутный многоголосый говор. Все трое молчали, поскрипывали, сжимали кулаки, вздувались синие вены. Они понимали, что империя уничтожена, и уже ничего нельзя сделать. Непобедимая, справедливая, нерушимая. Империя, за которую умирали их друзья и близкие. Империя, которой они посвятили своей жизни. Империя, последними паладинами которой они были. Они подвели ее, они не справились, не взяли Петроград. Теперь их начальство было арестовано, силы разбиты. Теперь эта империя будет разорвана алчными Англией и Германией, и никто уже никогда о ней не вспомнит. Никто не вспомнит, что были люди, сильные, смелые, которые хотели мира между странами, просто мира и ничего больше. Они умирали за этот мир, не моргнув, и они держали его век за веком, поколение за поколением. Они гнали всех, каждую тварь, каждого жадного проходимца, каждого сумасшедшего интригана, каждого бандита огнем и мечом, правдой и справедливостью. И вот теперь они не смогли. Все было кончено. Дикая дивизия, последний полк, самый преданный, самый сильный, пал. Они могли победить кого угодно, но они не смогли победить свой народ. А народ был безумен. Народ забыл свою историю, свое прошлое, поддался призывам агитаторов, купился на идеи о коммунистическом рае. И теперь этот народ давили, рвали, членили, усыпляя лозунгами и речами. И усыпленный народ не видел, что он умирает,
и не хотел спасения. У него больше не было необходимости в истинных патриотах. Иса, Шамиль, Муслим понимали, что они не нужны. И идеалы, за которые они жили и умирали, тоже никому не нужны. Их предали люди, за которых они годами, день за днем рвали смерти глотку. И что у них теперь осталось? Первым же поездом они отправились на Кавказ. Домой. Добраться без приключений не удалось. Не доезжая до Ставрополя, поезд остановился где-то посреди поля. Троицу вывели, и их окружил вооруженный отряд. Изъяли оружие, все это без объяснений, короткими приказами под дулом винтовок. Впрочем, таким людям, какими были Иса, Шамиль и Муслим, объяснения не требовались. Они видели следы от сорванных погон, видели, как они слабо организованы. Перед тем, как поезд тронулся, из вагонов вывалились люди с мешками. Состав грабили. Нападавшие были обычными бандитами, пытающимися воспользоваться хаосом. Они понимали, куда едут эти три суровых горца и на чьей стороне выступят. Не было смысла взывать к совести этих головорезов, объяснять, что все они, и в том числе народ в поезде, подданные одной страны. Потому что у них не было страны. У них была только жадность, и поэтому их следовало просто уничтожить. Подобно тому, как расправляются с крысами, которые водятся в полуразвалившихся домах. Щелкнули затворы винтовок. И тогда заговорил Муслим как старший. «Ты в каком полку служил?» Обратился он к главарю, чуть выступив вперед. Вопрос был, конечно, риторическим. Тот пробурчал что-то неразборчивое, но на других бандитов этот вопрос произвел именно то действие, на которое и был рассчитан. «А ты сам!» — выкрикнул кто-то. «Вторая бригада Кавказской туземной конной дивизии», — сказал Муслим. По толпе прошел шепот. «Дикая дивизия». Они знали многих, кто уходил туда. Но тех, кто вышел из этой дивизии живым, не знали. Выжить в дикой дивизии было почти невозможно. К тому же все знали, что она шла на Петроград захватить власть и остановилась, так и не получив приказа стрелять по своим, и была арестована. Говорили, что дивизия была расстреляна полностью. Много чего говорили. Но отпускать таких людей было нельзя. Это было почти так же опасно, как и брать их в плен. Главарь направил револьвер на Муслима. Тогда Муслим пошел прямо на него. Главарь не хотел терять лица перед подчиненными, слишком важны были в банде смелость, наглость и удаль. И Муслим почувствовал это. Он подошел вплотную, взял револьвер за дуло и направил его себе в сердце. «Так вернее будет», — сказал он. Все замерли. Главарь ухмыльнулся. Его глаза словно говорили: «Что же ты, пройдя через огонь, воду и медные трубы, просто помрешь в чистом поле, даже не зная, чьих рук?» «Я уже мертв», — отвечал ему холодный и пристальный взгляд Муслима. «Моя жизнь не принадлежала мне, она принадлежала Всевышнему и Родине, и я каждый день отдавал им свою жизнь. Я отдал ее всю». Раздался выстрел. Муслим умер мгновенно. А когда главарь обернулся к Исе и Шамилю, тех уже след простыл. Пропали, растворились, как призраки в чистом поле. Только трава шумела в ответ. «Куда они делись?» — закричал главарь, только сейчас осознав, что это и был план Муслима. «Найти их! Быстро!» В толпе забегали, заволновались. И вдруг главарь почувствовал, каким пробирающим и холодным вдруг стал ветер. По спине побежали мурашки, а на лбу выступила испарина. Он понял, что только что прикоснулся к чему-то потустороннему и недоброму. И бездна коснулась его в ответ, оставила на нем черную метку и теперь наблюдает за ним. И пути назад уже не было. В толпе вдруг что-то взорвалось, поднялась паника, затрещали выстрелы, опять взорвалось, люди закричали, кто-то указывал в одну сторону, кто-то в другую. Главарь смотрел на своих бойцов и чувствовал себя беспомощным. Его взгляд безуспешно метался по сторонам, пытаясь увидеть, откуда исходит опасность. Он даже не пытался кричать, потому что вокруг стоял такой ор, что его все равно бы не услышали. Кричали живые, выли раненые. Все перемешалось. И тогда за спиной главаря вырос Иса. В мгновение ока он оказался с ним лицом к лицу, так что тот непроизвольно взвизгнул, будто свинья, неестественным, нечеловеческим голосом. Больше он ничего не успел. Иса ударил его в кадык, и бандит рухнул на землю, хрипя и обливаясь кровавой пеной.
От банды не осталось ничего. Лишь черные гниющие тела рядом с железной дорогой. Непохороненные, разорванные, растоптанные взрывами, будто бы карой Всевышнего. И еще долго пассажиры проезжающих поездов видели черную копошащую стаю воронья и понимали, что они проезжают мимо чего-то страшного, о чем лучше просто не знать и забыть. Айса с Шамилем забрали тело своего товарища и уже на следующий день были в Чечне. Кавказ защищался, организовав союз наций Северного Кавказа. Жить своим умом для горца было не ново. И такие люди, как Иса, им были нужны как никогда. Очень скоро друзья уже командовали боевыми частями. Одно только их присутствие придавало людям силы. Они оказались прекрасными полевыми командирами, и более того, в них как ни в ком другом жила черная холодная ярость. Вся горечь от потраченной впустую жизни, вся боль. Когда-то они воевали за весь мир, все человечество. И теперь, когда у них осталась лишь Чечня, они чувствовали себя как родители, у которых убили всех детей, кроме одного, последнего, самого маленького и теперь самого дорогого. А тем бандам, которые теперь покушались на жизнь этого ребенка, не было никакой пощады. Они не вели переговоров, не брали пленных, не отступали. Они просто шли вперед, оставляя после себя только трупы. А ужасные слухи бежали далеко впереди них. Так продолжалось почти год. И бои немного затихли только с началом зимы. За 100 лет жизни под крышей единой страны разные нации Кавказа успели уже сильно перемешаться, и все разногласия между ними, которые ранее выглядели скорее как причины для удивления или, возможно, недопонимания, теперь выливались в резню. На всех границах находились виноватые и пострадавшие. Каждый считал, что у него несправедливо отняли землю, а земля ценилась в горах на вес золота. Она была важнее жизни. Даже нефть никогда не будет цениться так же. Ценнее ее всегда оставалась лишь высшая драгоценность джигита – честь. Война с бандитами переросла в межнациональную. И к какому-то моменту стало уже неясно, кто здесь нападает, а кто защищается. Ису с Шамилем и их отряды это не остановило. Они продолжали наступление, не сбавляя напора и ярости. И одним зимним днем 18 года, когда пришли сообщения о нападении на очередное село, отряды выдвинулись немедля. Нападение было наглым, вероломным и неожиданным, хотя, казалось, бандитам уже пора было уяснить, что ничего хорошего от своих набегов они не добьются. И тем удивительнее оказалось, когда отряд понял, что села нет. Оно не было уничтожено, его просто не существовало. Они стали жертвами дезинформации. И, конечно же, прежде чем они успели отступить, ударила артиллерия. Выбираться из-под бомбежек для друзей было более или менее обычным делом, но, как оказалось одновременно, в те же самые часы по всей линии обороны артиллерия накрыла и другие отряды. Потери были существенными. Такой операции ни банды, ни даже объединенная армия казаков провести не могла. Это были большевики. Те самые, о которых ходило столько слухов, будто бы они объединили армию, будто бы жестко и энергично давили любое сопротивление. Кто-то рассказывал, что он видел красные флаги, и всем было понятно одно – воевать с ними самостоятельно было самоубийством. Нужно было отступать, уводить людей в высокогорье, а самим искать поддержки у турецкого султана. И делать это нужно было срочно, на счету был каждый день. Во все концы разослали вести, собирая с границ разрозненные отряды, спешно собирались. И тогда, собрав весь свой отряд людей, с которыми воевал этот год, Иса сказал: «Воевать за Турцию я не буду. А еще я приносил присягу». «Очнись», — покачал головой Шамиль. «Они пришли захватить нашу землю, а тебя просто убьют». «Может быть», — Иса опустил голову. «Не совершай глупости. Они предали нас один раз, предадут и во второй. Ты хочешь мне помешать?» Их взгляды встретились. Затем Иса перевел взгляд на остальных солдат отряда. «Кто-нибудь здесь хочет мне помешать?» — громко спросил он. Вскоре отряд ушел в сторону Турции, а Иса в одиночку вышел к красноармейцам. Через несколько дней Ису под конвоем ввели в кабинет Шеридова, командующего силами Красной армии. Казалось, что Исе снова 14, и перед ним опять следователь, обвинение,
тюрьма. Но Исе было уже совсем не 14, и перед ним был уже совсем не следователь царской армии. И был он уже совсем не в той Чечне, не в той России и не в том мире. Не прошло и 10 лет, а как все изменилось. Казалось, этот кабинет только один на всем свете сохраняет ту былую атмосферу спокойствия и устроенности. Разве что теперь в нем появилась странная девушка, веснущатая, курчавая, отщелкивающая что-то на печатной машинке. Иса заметил, что на девушке не было платка, но он был не в том положении, чтобы что-то говорить по этому поводу. Говорил тут Шеридов. «Поправьте меня, если я неправильно понимаю», — аккуратно сказал он, не поднимая глаз от бумаг. И девушка защелкала кнопками быстрее. «После провальной попытки военного захвата Петрограда вы вместе с товарищами около года действовали в составе Объединенных сил Союза наций Северного Кавказа». Шеридов замолчал. В такт ему замолчала пишущая машинка. Молчал и Иса. Тогда Шеридов продолжил. «После этого вы проникли в расположение передового отряда Красной Армии, где добровольно сдались в плен. Позвольте в таком случае узнать, что стало с вашими товарищами». И снова все замолкло. Иса не ответил. Шеридов поднял бровь, выждал паузу и продолжил. «Полагаю, вы осознаете, что ко мне вас направили только потому, что вы изъявили желание служить народу. Однако я хочу понять, осознаете ли вы, что это значит? Понимаете ли вы, что в отличие от царя, советская власть не признает никаких божественных сил и никаких других сил, кроме непоколебимой, объединенной воли крестьянства и пролетариата? Понимаете ли вы, что нашими врагами являются не только бандиты и любая шваль, но также недобитые остатки царского режима во главе с вашим бывшим командующим Деникиным и многими бывшими воинами дикой дивизии? Возможно, вашими друзьями. Понимаете ли вы, что Османская империя, разорванная после войны капиталистами, сейчас наводнена шпионами и провокаторами Антанты и теперь используется как плацдарм для самых радикальных и отвратительных сект? Понимаете ли вы, что вам предстоит противостоять этим самопровозглашенным учителям веры? Вы действительно этого хотите?» На этот раз Иса ответил. «Я вступил в царскую армию не ради дружбы, признания или веры», — сказал он. «Я вступил в нее, чтобы нести справедливость, чтобы стоять на страже порядка, чтобы сделать мир лучше. С этой же целью я пришел в Красную армию». «А как же вы собираетесь нести мир и порядок у нас?» «Я собираюсь работать». Шеридов встал. Было видно, что ответы его удовлетворили. Он сделал едва заметное движение рукой, и конвой удалился. Тогда он подошел к карте, висящей на стене. «Ваше родное село Цугой». Он ткнул пальцем в карту. «Оно находится на важном участке, через который идут дороги как в Грузию, так и в Дагестан. Нам нужен человек, который сможет организовать там советы и поддержать порядок в неспокойные времена, до тех пор, пока не подойдут основные силы большевиков. С этого момента Наркомат Тверской Советской Республики наделяет вас правом полной единоличной власти в указанном регионе. В роли консультанта по идеологическим вопросам вместе с вами поедет товарищ Черноева». Шеридов сунул в руки Исе папку, а еще одну передал девушке за печатной машинкой. После этого он вышел. «Софи Черноева» было написано на папке. Иса бросил взгляд на девушку, увидел, что она в замешательстве, и мгновенно понял, что написано на ее папке. Иса Даргов. Только сейчас он начал осознавать, что происходит. Из документов, лежащих в папке, Иса узнал, что мать Софи вышла замуж за богатого промышленника турецкого происхождения и в 1890 году переехала с ним во Францию. Софи родилась и выросла в Марселе, стала там организатором нескольких социалистических ячеек, выучила не только чеченский язык, но и русский, а потом потратила огромные деньги, чтобы вернуться на родину и присоединиться к большевикам. Софи встала из-за стола, вдруг оказавшись какой-то невероятно высокой, нескладной девушкой с большими руками и огромной копной рыжих волос. Она подошла к Исе, протянула ему руку и сказала с сильным французским акцентом, смотря сверху вниз: «Товарищ». Руку он пожимать ей не стал и сказал: «Здесь написано, что ваш брат погиб на Румынском фронте в районе 40». Она тут же поняла, что он имел в виду. Ее брат служил в австро-венгерской армии на том же участке, где билась дикая дивизия. «Товарищ», — повторила она уже другим тоном, — «вы недавно сказали, что собираетесь работать. Вот и работайте».
Или вы предлагаете сейчас разбираться во всем этом? Начать расследование?» Она была в ярости. И Исе даже показалось, что она сейчас накинется на него с кулаками. Что делать в таком случае, он понятия не имел. «Вы что, не видите? Вокруг гражданская война полыхает. Брат на брата, сын на отца. Что важнее? Порядок и жизнь людей в этом вашем селе или какие-то глупости?» Что ответить на это, Иса не знал. Действительно, нужно было работать. Просто работать. Переезд занял почти неделю. Дома Ису встретили радушно и с уважением смотрели на его многочисленные медали. Иса уезжал, чтобы выбиться в люди, и вот он выбился, честно, своими собственными руками проложил себе дорогу. На Софи все смотрели с удивлением, поражались ее говору, отмечали аристократические манеры и порывистость. Она настолько отличалась от всех людей, которых когда-либо видели в этом селе, что ее воспринимали как иностранку. И то, что она легко, хотя и странно, говорила по-чеченски, сразу расположило к ней людей. Однако в первый же день с Софи возникли сложности. Она потребовала, чтобы ей дали возможность выступить перед всеми на центральной площади. Возможность, конечно, дали, тем более, что и так все хотели на нее поглазеть. Софи начала рассказывать о борьбе мирового пролетариата, о будущем человечества, о революции. Иса еще по пути пытался отговорить ее от этой затеи, но безуспешно, так что теперь он просто ждал, пока она выговорится. Что ж, если она так хочет прослыть сумасшедшей с первого же дня, пускай. Однако скоро ситуация осложнилась. Людская толпа расступилась, и к Софи подошел старец с посохом. «Как тебе не стыдно?» — сказал он Софи. «Иди домой, расти детей!» Девушка покраснела. Она не решилась возразить старику, а он все больше наседал. «Иди домой! Уходи!» Иса понял, что нужно вмешаться. Он вышел вперед и сказал, обращаясь ко всем: «Люди, послушайте меня. Вы меня знаете. Разве могу я желать вам чего-то плохого? Я знаю, что есть только одна сила, которая может вернуть нам мир. И это советская власть. Разве вы хотите снова воевать друг с другом? Разве Всевышний хочет, чтобы мы здесь вымерли? Нет». «Да что ты знаешь, мальчишка?» — презрительно сказал старик. «Я знаю, что такое война», — парировал Иса. «И я могу ее остановить». «Ты забыл, что такое вера», — старик плюнул. «Может быть», — Иса не сдавался, «может быть, я не так хорошо знаю, что такое вера. И как ты, это твоя советская власть, как вы, неверные, собираетесь спасать этих людей?» Старик снова пошел в наступление, распаляясь все больше. «А вот так!» Иса сделал движение рукой, и толпа ахнула. Он давно и заранее планировал этот жест и наотрез отказался уезжать из города, пока не добился всего необходимого, и его приготовления окупились старицей. Потому что своим эффектным движением Иса скинул с повозки покрывало, а под ним оказались пулемет и целый арсенал оружия и боеприпасов. Наганы, гранаты, патроны. На этом разговор был окончен. Далее начиналась тяжелая, ежедневная, кропотливая работа. Иса обучал людей пользоваться оружием, рыть окопы, поставил часовых и наладил регулярную смену постов. Он учил людей драться, отступать, атаковать, а в свободное время, так же, как и все, не покладая рук, работал. Пахал, помогал по хозяйству, понимая, что в его лице сельчане видят воплощение образа большевика. К счастью, это понимала и София. Поэтому она быстро влилась в жизнь селения, оказавшись умелой и аккуратной хозяйкой, а также в целом скромной и добродушной девушкой, что перевешивало в глазах окружающих все ее странности. Конечно, люди побаивались нового странного режима, но Иса напоминал им, что царская власть тоже ведь была не мусульманской. И ничего, школы построили, лекарства завезли. Разве дяде Сурхо кто-то помешал стать большим человеком? Вот так и дальше будет, говорил он. Но спокойствие не могло продолжаться долго. И в один из дней на холме поблизости от села показались всадники. Разведчики тут же доложили Исе, и он выглянул проверить. Всадников было много, больше сотни. Иса понимал, что, скорее всего, это только разведывательный отряд, потому что они сразу же исчезли. «Это армия», — говорило чутье Исы, а чутью своему он доверял. И тогда он спросил себя, может ли Цугой противостоять регулярным частям, и тут же ответил себе «нет».
Тем временем по селу поползли слухи. Что обычно следовало делать в такой ситуации, здесь хорошо знали. Захватчикам никогда не нужны были такие маленькие аулы сами по себе. Нужна была дорога, и поэтому женщины и дети забирались в сторожевые башни, а мужчины уходили в леса. Оттуда они могли совершать вылазки или позвать на помощь жителей соседних селений. Эта тактика перестала работать только в XIX веке, когда появились взрывчатка и артиллерия, и сторожевые башни перестали хоть насколько-нибудь защищать людей. Но теперь ситуация была еще хуже. Как и вся территория бывшей Российской империи, Кавказ стал объектом интереса всевозможных центров власти, и обратиться за помощью теперь было некому. Любой мог оказаться врагом. И даже внутри своего собственного тейпа было немало разногласий. Гражданская война добралась сюда не как обычная внешняя захватническая сила, а как импульс, рвущий изнутри самое сердце. И люди пришли к Исе. «Красные близко», — сказал он. И это было правдой. Он регулярно посылал за новыми листовками, рассказывающих об успехах большевиков. И даже без листовок было понятно, что белые забрались в такую глубь Кавказа не просто так. Их теснили, и они пытались закрепиться. «Я уже отправил им депешу», — сказал Иса. «Помощь скоро будет». Это было ложью. Иса старался решать проблемы по мере их важности, и успокоить людей было делом экстренной необходимости. Тем временем ему доложили о человеке, приближающемся по основной дороге. Очевидно, это был переговорщик. Иса едва успел вернуться в импровизированный штаб, который он устроил у себя дома, и приказал Софи уйти в соседнюю комнату и ни в коем случае не высовываться оттуда. Переговорщика звали Расул. Он тоже служил в составе дикой дивизии, но не относился к числу тех, кто прошел через всю войну. Таких в отряде было совсем немного. «Сразу видна работа одного из наших», — сказал Расул после обычных приветствий. «Ты прекрасно поработал над укреплениями». Иса проигнорировал его похвалу. «Вот как все будет», — сказал он. «Вы обойдете Цугой стороной. При попытке зайти в селение мы вас остановим, и тогда вам в спину ударят красные. Вам незачем терять людей и время, но если вы попытаетесь к нам войти, вы их потеряете». «Нет, будет совсем не так». Расул наклонился и перешел на шепот, смотря собеседнику прямо в глаза. «Мы войдем, не сделав ни одного выстрела, а ты будешь к тому времени висеть на дереве. Мы такое проделывали уже не раз. Затем мы займем ваше укрепление, и село станет нашим форт-постом на всю зиму. Месяц мы здесь продержимся, а потом подойдут турки и англичане». Расул откинулся на спинку стула, и они несколько минут просидели молча. Конечно, он мог бы добавить что-то вроде того, что «я бы на твоем месте поберег спину», или «тебе достаточно просто сбежать, и никто не пострадает». Но Расул слишком хорошо понимал, что такого человека, как Иса, нельзя запугать, и тем более задевать его гордость. В конечном счете он боялся Исы. Даже с армией за плечами он знал, что в любое мгновение от этого человека можно ожидать чего угодно. Иса чувствовал это. Около дома уже столпились жители села. Обращаясь к ним, Расул сказал: «Послушайте, нам нужно только переночевать. Ваше селение окружено, но мы вам не враги. Будьте благоразумны». И ушел. А Ису уже ждала делегация под предводительством все того же старца. Теперь Иса знал, что этот старик не был чужеземцем. Просто он так давно перебрался в Турцию, что когда Иса был ребенком, все считали, что его уже нет в живых. Старик приходился Исе троюродным дядей, что только усложняло общение между ними. Теперь положение и без того было критичным, и старик, конечно, знал это. «Уходи», — сказал он, — «ради нас, и дуру свою забери». Иса сдержался, понимая, что его хотят вывести из себя. И весь этот спектакль устроен для окружающих. «Расул соврал вам», — спокойно сказал он. «Выбора нет. Мы либо будем защищаться, либо здесь устроят опорный пункт. И тогда мы все погибнем». Он жестом подозвал ребят, которых учил все эти месяцы. Затем, обращаясь к толпе, сказал: «Разойдитесь, сейчас нет времени на все это». «Нет», — вперед вышли несколько мужчин, пораженных кинжалами. Они, конечно, не собирались его убивать, но понимали, что с голыми руками на него было идти бессмысленно. Тогда Иса вышел к ним навстречу без оружия. Мужчины загородили старика. «Последнее предупреждение», — сказал Иса.
Расходитесь, иначе будете арестованы». «А ты попробуй», — сказал кто-то задиристым тоном. Звякнул о землю кинжал. А возразивший отлетел назад, где на него накинулись солдаты из ближайшего окружения Исы. Он и сам будто мгновенно переместился, оказавшись лицом к лицу со спорщиком. Это произвело должное впечатление. Толпа дрогнула, но было уже поздно. Один за другим люди полетели на землю. Конечно, Иса пользовался тем, что они мешали друг другу, загораживали вид, не могли толком ни размахнуться, ни маневрировать. Скоро все, кроме старика, были схвачены. «Прошу тебя», — наклонился к нему Иса, — «не вынуждай меня. Это ты меня не заставляй, щенок». Момент был переломным. Исе показалось, что внутри него что-то оборвалось, но в следующий момент он заломил старику руки за спину и повел его к сараю. Остальных повели следом. «Неверный, убери от меня свои руки!» — кричал старик. Видно было, что, как ни старался Иса, положение становится все хуже. «Безбожник, как ты посмел! Люди, вы что, не видите, что он продался Гацуевым и теперь хочет нас всех уничтожить?» Последнее обвинение прозвучало почти нелепо. Иса вдруг подумал, насколько все это осталось далеко, все эти Гацуевы, Баражой, какие-то разногласия между двумя маленькими селениями, какая-то свадьба, не случившаяся почти 2 века тому назад. Какой же мелочью теперь казались эти все застарелые проблемы. Неужели кто-то еще помнил это? Неужели кто-то все еще обращал внимание на это? Бунтовщиков заперли в сарае, поставили охрану. После этого Иса спешно вернулся в дом. Следовало немедленно отправить Софи к красным за помощью. Она была без сомнения худшим кандидатом для такого поручения. На лошади ездила плохо, была очень заметной, местности, горные тропы знала хуже всех. Но оставить ее здесь Иса не мог. Защитить ее тут было некому, никаких родных, никого. Страшно подумать, что с ней сделают, если селение возьмут. Прошли те времена, когда жители аула могли все как один погибнуть ради своего кулака. Сейчас многие готовы добровольно присоединиться к белым. И если не удастся отстоять селение, Софи не сдобровать. Иса проводил девушку тяжелым взглядом. Ее могли схватить по дороге. Она могла не успеть или не найти красных, или наткнуться на любую из многочисленных банд, которыми просто кишела округа. Но другого выхода не было. И тут Иса услышал крики, обернулся и увидел столб дыма. Он поднимался над складом боеприпасов. Взрыв мог произойти в любой момент, поэтому Иса бросился туда. Не сбавляя скорости, забежал внутрь. Иса не чувствовал страха за свою жизнь. К счастью, внутри огня почти не было. Было невозможно дышать из-за дыма. Жар опалял кожу, но Иса вслепую добрался до ящиков и принялся выносить их наружу. Когда добрался до пулемета, он даже не заметил, что на его раскаленной поверхности остаются лохмотья кожи с его ладони. Сверху что-то рухнуло, на голову посыпались раскаленные угли, а Иса продолжал носить и носить, смутно различая вокруг себя тени бойцов, кинувшихся на помощь. Последний ящик Иса уже волок по земле, оставляя за собой кровавый след. С трудом добравшись до бочки с водой, он погрузил обожженные руки в ее прохладу и спросил, чьих это рук дело. Виновником оказался юноша, едва достигший 20-летия. Он был одним из тех, кого недавно заключили под стражу. Похоже, ему сообща устроили побег и велели совершить поджог. Иса нисколько не сомневался в том, кто именно отдал мальчишке приказ. «Я хотел спасти нас всех», — сказал старик. Все замолкли. Что дальше? Как ветер гулял между ними невысказанный вопрос. «Только что мы чуть не потеряли все», — сказал Иса. «Мы могли остаться беззащитными перед грабителями и убийцами. Нас предали свои же». И снова повисла тишина. Иса понимал, что нет смысла уговаривать этих людей, сажать под замок или сгонять. Выхода не было. Он выхватил пистолет и выстрелил. 2 раза, не целясь. И когда тела упали, он сказал, так будет с каждым предателем. Зрение понемногу возвращалось. Утром следующего дня рядом с селом показался отряд Шеридова. Сам Шеридов с холма наблюдал, как его бойцы входят в селение, смотрел на дымы, курящиеся над развалинами домов. К нему то и дело подбегали разведчики и сообщали об отступлении белых. Он направил коня вниз и принялся объезжать укрепления. Здесь было много убитых. Очевидно, что на дальних подступах врагу дали самый решительный отпор.
Укрепления были сделаны на совесть. Были видны места прорыва вдали от пулеметных гнезд. Там мертвые тела лежали в повалку. Видимо, была сделана попытка обойти с флангов, а жители селения попытались атаковать в ответ, но неудачно. Шеридов задержался в этом месте, пытаясь представить себе картину боя, и понял, что небольшой отряд ударил нападающим в тыл, воспользовавшись рощей. Дальше были заметны следы перегруппировок. Обе стороны окопались. Возможно, устроили переговоры? Шеридов пошарил глазами, пока не заметил растоптанный лошадьми кусок белой ткани. Так и есть. Не договорились. Он въехал в село, продолжая осматривать, а вдалеке за грядой, будто уходящий шторм, потрескивали выстрелы. Там передовые силы все еще гнали белых. Шеридов видел разбитые, спаленные до основания дворы, где держали оборону. Вот на флангах пулеметные точки. У ворот сидели, стояли, лежали люди. Некоторые поднимали головы, вглядываясь в проезжающего мимо офицера, но в их глазах не было радости. Была какая-то отрешенность, потому что они не понимали, что теперь с утренним солнцем пришло к ним в село – спасение или новая беда. Шеридов продолжал неспешный путь. Он добрался до центра села. Здесь, похоже, была последняя бойня. Людей окружили и расстреливали со всех сторон. Они стояли плечом к плечу. Отсюда до сих пор выносили раненых и убитых. Шеридов сошел с коня, снял фуражку в знак почтения и скорби, но никто, похоже, не обратил на это внимания. Он направился к дому, куда несли тела, прошел по двору, пробираясь между мертвыми, завернутыми в белые простыни. Зайдя внутрь, увидел людей, сгрудившихся вокруг кровати, на которой лежала темная фигура человека, почерневшего, словно обуглившегося, ссохшегося и как-то необъяснимо, будто изнутри разорванного. Это был Иса. Люди расступились, и Шеридов подошел к кровати. Он тяжело вздохнул, почувствовав, словно проглотил горсть песка, и развернулся к выходу, к свету. «Задание выполнено, товарищ командир». Прилагая неимоверные усилия, Иса встал. Они вышли во двор. Иса говорил глухо, и голос его звучал, как из бочки. Силами народного ополчения село Цугой до похода Красной Армии успешно удержано. Чуть покачиваясь в седле, они неспешно следовали за войсками. Иса не стал ни с кем прощаться, лишь обвел односельчан взглядом, в котором сквозила боль, словно между ними теперь стала какая-то страшная тайна, хранить которую никто из них не хотел. «Вам бы, наверное, хотелось остаться дома, а, Даргов?» Попытался чуть разрядить обстановку Шеридов, когда село осталось позади. «У меня больше нет дома», — тихо сказал Иса. Шеридов вздохнул. Он хорошо понимал его. Гражданская война всех их лишила дома. И теперь у них ни семьи, ни земли, ни родины. У многих людей случаются такие моменты, которые преследуют их потом всю жизнь, повторяясь вновь и вновь, будто Вселенная хочет им что-то сказать, чему-то научить. В этих ситуациях меняются роли, люди и времена, но само ощущение движения жизни по спирали остается. Для Исы такой ситуацией был разговор со следователем. Когда-то давным-давно, когда Иса еще был подростком, этот разговор странным образом закрепился в его судьбе, каждый раз оказываясь предзнаменованием больших перемен. Иса был уже не молодым человеком, когда ситуация повторилась вновь. Гражданская война давно закончилась, и Иса служил командиром полка на советской границе рядом с городком Перемышль. Поэтому на этот раз в роли следователя выступал он сам, а роль диковатого подростка досталась Гарси Гацуеву. Увидев в списке прибывших в расположение части бойцов фамилию Гацуев, Иса тут же вызвал его к себе. Фамилия Гацуев задела какие-то потаенные струны у него в душе. Всплывали в памяти рассказы о кровных врагах, об убийствах, предательстве. Гарси оказался чуть полноватым, немного неряшливым парнем. Казалось, еще немного, и он начнет шмыгать носом. Он выглядел настороженным, смотрел из-под лобья, что выглядело скорее забавно, чем угрожающе. Впрочем, угрожать Исе вообще мало бы кто решился. О его прошлом знали все. Войдя в кабинет, Гарси отдал честь. «Фамилия?» – спросил Иса, не поднимая глаз и наблюдая за Гарси боковым зрением. «Гацуев». «Интересно, он знает, с кем говорит?» – подумал Иса. «Возраст. 19 лет». В голосе паренька прозвучало напряженное удивление. Зачем ему задают все эти вопросы? «Место жительства.
Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика. Село Баражой. Баражой. Сколько слухов, воспоминаний, историй хранило в себе это слово. Семейное положение. Женат. И сам мгновенно заметил короткое инстинктивное движение. Гарси потянулся к карману гимнастерки. Все ясно. Там у него портсигар. Дети? Сын только родился, меньше месяца. Иса поднял глаза. В нем возникло желание усадить этого солдата за стол, накормить его, расспросить о семье, о жизни. Ну и что кровный враг? Все это осталось в далеком прошлом другого мира. Главное же, свой, почти родной парень мог бы быть сыном. И всем мучительно хотелось как-то исправить ошибки прошлого, попросить прощения. Но было непонятно, как и у кого. «Рядовой Гацуев, если вам что-нибудь будет нужно, можете обращаться напрямую ко мне, я помогу», — сказал Иса, чувствуя, как неловко и неестественно это прозвучало. «Я буду за вами наблюдать», — попытался он сгладить неловкость, но это прозвучало еще более странно. Гацуева же от услышанного словно перекосило. Как реагировать на такое, он не знал. «Простите, но можно ко мне будет относиться на общих основаниях?» — спросил он от неловкости, грубо нарушая форму общения со старшим по званию, и добавил: «Командир Даргов». Знакомство вышло неважным. Иса вздохнул, почесал в затылке. «Вы свободны», — сказал он. Гарси давно ушел, а Иса все сидел и думал, глядя в пустоту. Только что родился сын. Единственный ребенок. После этого Гацуев и Даргов почти не пересекались. Было до конца непонятно, то ли они избегают друг друга, то ли просто так складываются обстоятельства. Но, как бы там ни было, у Исы в подчинении были сотни солдат, и ему, разумеется, не было нужды общаться с каждым. А потом началась война. Гарси не повезло. 22 июня он оказался на учениях в небольшом палаточном лагере. Тревога, которая поднялась в Перемышле, до его роты не дошла. А ведь именно Перемышль в тот день был одним из немногих участков границы, которые оперативно контратаковали немцев. Ночью по лагерю прошлись бомбежкой, и очнулся Гарси уже в плену. Когда его, других солдат и жителей близлежащих деревень согнали в кучу, Гарси увидел, как мимо проезжает настоящая танковая армада. Он понял, что у пограничных районов просто не было шанса выстоять. Оставалось надеяться только на плен, но нацисты пленных брать не собирались. Советские люди были для них недочеловеками, и вопрос, кому жить, а кому умереть, решался исходя из экономических соображений. Окупается ли жизнь пленного, точнее говоря, раба его работы? Жизнь Гарси не окупалась. Тратить время и силы на то, чтобы следить за ним, кормить его в условиях блицкрига, было экономически неэффективно. Значительно дешевле было его пристрелить, а еще дешевле сжечь живьем. Так обычно поступали, но в первые дни войны у фашистов не было времени даже на небольшие задержки. Они согнали людей к какому-то забору и рассредоточились, готовясь полосовать автоматами. А мимо все шли и шли танки, бронемашины, летели самолеты. И было понятно, что никто не придет, не спасет, и бежать некуда. Будто бы сама история занесла над ними свой железный кулак. Гарси вглядывался в лица автоматчиков и не находил в них ненависти, только отвращение. «Совсем как Дарговы», — подумал он. Теперь они не казались ему Дарговыми, живыми и мертвыми. Вот слева Адам со свастиками и орлами, жаждущий крови 6, а справа Сурхо. Он держит автомат чуть неловко, как скальпель, а прямо впереди Иса в полукруглой каске с гранатами на поясе. Он смотрит прямо в глаза, целит точно в грудь своего кровного врага. Немец выстрелил. Гарси упал. И на него начали падать другие. Не все были убиты сразу. Они дергались и стонали. И Гарси показалось, что он попал в ад. Наверное, именно такими должно быть наказание. Гнить в груди живьем разлагающейся плоти. От тяжести навалившихся тел Гарси не мог даже пошевелиться. Он чувствовал, как болит и немеет грудь в том месте, куда попала пуля. Он начал терять сознание. В голову полезли странные и бредовые мысли. И тут он увидел немца. Тот шел по трупам и время от времени стрелял себе под ноги. «Это конец», — подумал Гарси, увидев направленное на него дуло.
Кто-то рванул его кверху, затем уложил на землю, горло чем-то обожгло. Гарси закашлялся. Он никогда в жизни не пробовал водку. Но вскоре начали отходить затекшие руки, вернулось ощущение своего тела. Гарси вгляделся. Его придерживал тот самый немец, похожий на Ису. «Так это же и есть Иса Даргов, в немецкой форме с автоматом». «Допивай до конца», — сказал Иса, — «иначе замерзнешь. Нам нужно будет сделать большой ночной переход и переправиться через пару рек». «Как? Как вы?» — спросил Гарси. Иса не ответил, только продемонстрировал пареньку его пробитый пулей портсигар. Металл смягчил попадание, так что Гарси отделался лишь царапиной. Он задумался. Получается, командир специально стрелял по его карману и стрелял в него первого, чтобы Гарси засыпало телами. Но как он сюда попал? Откуда у него форма? Только теперь Гарси огляделся. Кроме них двоих, вокруг никого не было. «А что с остальными? Что с нашим лагерем?» — спросил Гарси. Иса опять ничего не ответил. Он вообще не чувствовал желания разговаривать. Вместо этого он беспокойно осматривал лес. Потом коротко бросил: «За мной». «Куда?» — спросил Гарси. «За мной». Они шли долго, пока не стемнело. И потом шли уже во тьме, в которой Иса каким-то непостижимым образом ориентировался. Остановились где-то в лесной чаще. Иса повел головой, будто принюхиваясь, и шагнул в одну сторону, в другую, а потом наклонился и приподнял доски, освобождая проход. Они спустились в убежище. Гарси увидел, что там припасена еда, вода, оружие, одежда, в том числе и немецкая форма. «Жди здесь», — сказал Иса. Покопался во тьме, что-то прихватил и ушел в ночь. Его не было несколько часов. А потом он вернулся, приведя с собой пленного немца. Что происходило дальше, Гарси не видел, было уже слишком темно. Он слышал, как Иса что-то сказал на немецком, и пленный в ответ крикнул зло и коротко. Тогда Иса снова что-то сказал очень тихо и спокойно. Немец ответил, и Иса ударил его резко, почти без звука. Послышался стук упавшего тела. А Гарси почему-то сразу понял, что немец умер. Он даже представить не мог, как надо ударить человека, чтобы он умер. Но, во всяком случае, теперь было ясно, как Иса оказался среди немцев. Но один вопрос терзал Гарси до сих пор. «Почему именно я? Почему вы спасли меня?» «Ради твоего сына», — ответил Иса. «Как ты думаешь, почему мы лучше них? За что мы сражаемся? Почему умираем? Потому что здесь наши дети, наш дом, наша земля». Они снова продолжили свой путь и на рассвете добрались до места. Их цель была приметна издалека. Всю ночь там гремели взрывы, стрекотали пулеметные очереди, но даже без этого, по одним только очертаниям каменных стен, Гарси понял, они подошли к Брестской крепости. Засев в кустах, они выждали несколько часов, пока канонада не стихла. Убедившись, что немцы перегруппировались и отступили, они поползли к крепости. Внутри их встретили без воодушевления. После 2 дней непрерывных обстрелов люди были измотаны. Новости поступали одна хуже другой. В районе Бреста сорвалась единственная попытка советской армии контратаковать. По всему остальному фронту немцы наступали. Будто эхо звучали в стенах цитадели слова Молотова из его недавнего обращения. «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Уже сейчас было понятно, что прорываться из крепости некуда. Вокруг сплошной глубокий тыл врага, с каждым днем увеличившийся на десятки километров. «Неужели это значит, что мы проиграли?» – подумал Гарси, хотя чувство собственного достоинства не позволило высказать эту мысль вслух. Впрочем, Иса угадал его мысли. «Фашисты просто не понимают», – он улыбнулся. «Чего? Того, что они не могут нас победить. Почему? Потому что у нас есть такие люди, как я». Он подмигнул Гарси. В первое мгновение это показалось неуместной бравадой, но потом Гарси услышал глубинный смысл этой фразы и задумался над тем, что хотел этим сказать Иса. Сам Иса тем временем развил аккуратную, почти незаметную, но оттого не менее бурную деятельность. Он обходил крепость, оценивая положение, осматривал солдат, слушал разговоры. Он ни во что не вмешивался, и Гарси только сейчас сообразил, что даже форма на нем самая обычная, солдатская. Сразу было понятно, что у Исы какой-то план. Впрочем, а когда у него не было плана? Так прошли сутки. За это время случилось несколько скоротечных боев, между которыми шли часы сплошного артиллерийского обстрела.
А когда не гремели бомбы, взывал громкоговоритель, убеждая советских бойцов сдаться. В те первые дни войны многие не знали, с кем они имеют дело. Многие думали, что сдаться не самое худшее. Какой смысл сидеть под бомбежками на краю страны? Не все понимали, что эта война не за передел власти между современными европейскими странами. Это война за жизнь. Война с абсолютным злом, которое пришло с единственной целью – уничтожить тебя, твоих родных и близких, всех, кого ты знаешь. Стереть твой род, твою нацию, твой народ со страниц истории, а потом переписать ее. Сделать так, чтобы от тебя не осталось не только пыли, а даже памяти. Чтобы не было даже такого слова «русский», «белорус», «украинец», «чеченец», «грузин». А вместо этого было слово «унтерменш», «недочеловек», «насекомое», «бактерия». Именно в этом был, есть и будет ужас нацизма. И в этом же всегда будет его слабость. Потому что всегда и везде перед теми, кто ожидает увидеть перед собой насекомых, предстанут такие люди, как Иса. Следующим вечером Иса собрал 5 человек, включая Гарси. Среди них было 2 белорусов, 1 русский и ингуш. Все еще сильные, достаточно ловкие и опытные бойцы. Иса поговорил с ними заранее, понимая, что другого шанса не будет. Крепость могла выдержать еще 2 дня, может быть 3 или даже 5. Можно было спастись от бомбежек, но без пищи и воды тут было не выстоять. Значит, нужно было прорываться. «Я не смогу вывести всех», — сказал Иса, — «но 5 смогу». Еще в лесу Иса оставил шифровку своему человеку по ту сторону границы с указанием, где оставить машину. С началом войны пограничная агентура уже не требовалась Исе, и это было фактически последним заданием, которое он мог дать. Конечно, тот мог не добраться до тайника или не суметь раздобыть машину, или ее могли найти. Многое могло произойти, но лучше какой-то шанс, чем никакого. Иса заранее знал, что придется пережидать в Брестской крепости. Машина была идеальным способом прорваться до белорусских лесов, чтобы присоединиться там к партизанам. Немцы вряд ли ожидали такой прорыв с тыла, так что 50 километров по проселочной дороге должны были стать несложным рывком. Учитывая, что основные силы врага передвигались по радиальным трассам, столкнуться с ними было маловероятно. Но сначала нужно было добраться до машины. Ползли долго, передвигались на 10 метров, 20. Время от времени Иса отдавал команду замереть. Он действовал инстинктивно, повинуясь чутью. Останавливались иногда на 5 минут, иногда на полчаса, час. Бывало 10 метров, час паузы, еще 10, еще час. При этом немцев они так и не увидели. Машина оказалась на месте, небольшая, на 5 человек. Гарси посмотрел на Ису. И тот, как всегда, прочел его мысли. «Я выберусь сам», — соврал он. В это мгновение Исе многое хотелось сказать своему кровному врагу. Он хотел объяснить, почему так оберегал именно его жизнь. Он чувствовал свою вину перед родными и необходимость как-то вернуть долг. Хотел сказать, что почувствовал в Гацуеве своего человека. Судьбы их семей настолько переплелись за прошедшее столетие, что, как ни парадоксально, они стали похожими, одинаково ненавидящими друг друга, одинаково думающими, рассказывающими одинаковые истории, в которых можно было бы заменить Гацуев на Даргов и наоборот, и ничего не изменилось бы. И в какой-то момент уже можно было задуматься, кем был Адам, Гацуевым или Дарговым, Алло-Мали, Алорс. И поэтому выросшие на одинаковых сказках в обеих семьях появлялись одинаковые люди, кровные враги, но и кровные братья. Братья по ненависти, братья по вере. И Исе казалось, еще один небольшой шаг, и ненависть окончательно сблизит 2 рода. И они сами, того не замечая, вдруг поймут, что стали одной семьей. Поэтому Иса видел в Гацуеве брата, но сейчас он ничего не сказал. Иса всю жизнь шел сквозь людей, не задерживаясь. Кого-то уносили войны, кого-то судьба, кого-то случай. Исе казалось, будто он прожил уже 1000 лет. Столько раз у него появлялись и исчезали друзья. Двигатель с шумом завелся, машина уехала. А Иса, как всегда, остался один.
Кто-то на его месте ощутил бы грусть, опустошенность, потерянность. Он же, наоборот, снова почувствовал себя на своем месте. Все было так, как было предназначено Всевышним. Иса обернулся на искромсанные бомбежками стены крепости, чувствуя глубокую притягательную силу этого места. По всем правилам войны крепость не должна была столько продержаться, как и он. Эта крепость бросала вызов всему разумному и логичному, бросала торжественно и естественно. «По всем правилам я тоже не должен был столько прожить», — подумал Иса, возвращаясь. «Что ж, посмотрим, кто кого». Брестская крепость держалась еще неделю. Уже началась эвакуация Москвы, шли бои за Минск, а она все держалась единственным клочком незавоеванной земли у самой границы. В конце концов, немцы были вынуждены затопить ее водой из ближайшей речки. Но даже после этого еще долго ходили слухи, что в черных затопленных глубинах каменных переходов кто-то остался в живых. И крепость все еще несет смерть оккупантам. Через 3 года после этих событий высокий статный чеченец по имени Мутуш пробирался через недра темного товарного вагона. Каждый шаг давался ему с трудом, потому что дорогу постоянно преграждали неясные темные фигуры. Широкая грудь Мутуша рассекала эти фигуры, как ледокол льдины. Там, где в вагон пробивались солнечные лучи, можно было заметить, что эти фигуры человеческие. Сотни людей, женщины, дети, старики, плотно сбитые в единую людскую массу. Где-то кричал голодный младенец, стонали больные и раненые, а вагон куда-то несся. Мутуш не мог оставаться на месте. Он знал, что нужно что-то делать, как-то двигаться, что-то изменить, исправить. Он чувствовал, что если сейчас остановится, то не выдержит и начнет колотить своими пудовыми кулаками по стенам и будет бить до костей, до мяса, пока не размажет руки, а после этого будет бить ногами, а потом головой. И, возможно, тогда случится чудо. Он пробьет дыру и выберется. Чудеса ведь случаются. Мутуш знал, что они бывают. Но он также понимал, что надеяться на чудеса нельзя. Аллах хочет от людей благоразумия, выдержки, ума, а не ожидания чудес. И всегда есть возможность сделать что-то хорошее своими руками прямо сейчас, сию минуту. Не обязательно это должно быть какое-то великое дело. Не все рождены, чтобы топить армии фараонов, но каждый рожден для своего, маленького, рукотворного чуда. Нужно просто понять, где оно. Тут Мутуш увидел старушку. Маленькую, чем-то похожую на птицу. Она забилась в самый дальний угол. Так что Мутуш только сейчас ее заметил, впервые за 2 дня пути. Старушка смотрела умными, добрыми глазами. И Мутуш сразу понял, у нее нет с собой вещей. Только простая крестьянская одежда, что на ней, да и та не теплая. А ведь стоял февраль. Еды у нее с собой, конечно, тоже не было, и Мутуш знал, что она скоро погибнет от голода и холода. Незаметно и быстро, с доброй улыбкой на лице. Будто произошло что-то само собой разумеющееся. У парня и у самого было немного еды, но была куртка, а это уже что-то. Продукты он давно раздал, зная, что сам может обойтись без этого некоторое время. Мутуш развернулся и пошел назад по вагону, пытаясь уговорить людей поделиться едой для старушки. Запасов тут почти ни у кого не было, но какие-то крохи все же нашлись. Кусочек хлеба, немного воды, но и зато малое Мутуш был благодарен. Все делились с готовностью, словно тоже только сейчас заметив старушку. Когда он возвращался, сжимая в руках кулек с едой, пот лил с него градом. Старушка попыталась отказаться от даров, замахала руками, и от этого стало еще больше походить на птицу. Мутуш почти насильно накрыл ее своей курткой и вложил еду в ее тонкие пальцы. Понимая, что силы не равны, старушка наконец сдалась, благодарно закивала. И тогда случилось нечто непоправимое. У старушки из-за пазухи вылез кот. Холеный и наглый. Он подошел к кульку, брезгливо разворошил лапой, выбросил несколько недостойных его светлости кусочков и принялся есть. Мутуш оторопел. Он попытался отогнать животное, но старушка вдруг встрепенулась, и по ее отчаянным глазам Мутуш понял, что за этого кота она готова отдать жизнь. Кроме кота у нее не было ничего.
Мутуш отступил, и кот проводил его взглядом победителя. Делать было нечего, только ходить. И Мутуш продолжал ходить. А вагоны все неслись и неслись. Их было много, тысячи бурых, товарных вагонов, один за другим чудовищной громыхающей вереницей, устремившихся в бездну.